Сегодня в выпуске. Трек Чимина получил золото, а Джей Хоуп отпраздновал свой день рождения благотворительностью. Чонгук написал фанатам трогательное письмо, РМ получил награду, а Джин стабильно держится в чарте Billboard. Рекорды, победы и достижения у Jisoo из Blackpink, aespa, TXT, Playf и не только. Chanyeol из EXO и Seventeen завершили свои туры, а ITZY, aespa и некоторые другие артисты отправляются в Тайвань. Шухуа из G-Idol демонстрирует свою изысканную красоту, а премию Seoul Music Awards перенесли на попозже. Кай из EXO покоряет сердца фанатов письмом, а Феликс из Stray Kids попал в ДТП. Родители New Jeans опровергли некоторые слухи, а также скончалась корейская актриса. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-Pop News номер 228. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите адекватные прекрасные комментарии, Telegram есть для связи, также Boosty, не забывайте, там ранний доступ, дополнительный контент, все доступно без блокировок, тормозов, ограничений, так что не надо говорить, что вас невозможно смотреть, возможно, я об этом постоянно говорю по 2-3 раза за выпуск. Кстати, когда появится список спонсоров на экране, это будет только середина видео, такой вот спойлер, который происходит в каждом видео, да-да. Баннер защитный от чего-то защищает, я записываю в 3 ночи, потому что мне обещали утром выключить электричество часов на 6, так что, как обычно, с вами Максим, новости индустрии, мы начинаем, поехали. Скончалась корейская актриса Ким Сырон. Новостей про это очень много, поэтому пройдемся только по самым основным. Давайте подробнее. Управление полиции Сондон сообщило, что 16 февраля в 16:54 Ким Сырон была обнаружена мертвой в своем доме в районе Сондон, Сеул. По данным полиции, друг Ким Сырон, с которым была назначена встреча, обнаружил ее без сознания и вызвал экстренные службы. Сообщается, что полиция рассматривает версию о возможном самовольном уходе из жизни и продолжает расследование обстоятельств ее смерти. Представитель полиции заявил, следов взлома и признаков преступления не выявлено, однако расследование обстоятельств смерти продолжается. По данным издания eDaily, Ким Сырон недавно сменила имя и готовилась к новому началу. Близкий к актрисе источник сообщил eDaily. Ким Сырон недавно изменила имя на Ким А.Им и готовилась к открытию кафе вместе со знакомыми, а также к возвращению в индустрию развлечений, выразив свое потрясение. Ким Сырон дебютировала в 2021 году как модель на обложке журнала Infant, а в 2009 году начала свою карьеру как детская актриса, сыграв в фильме «Совершенно новая жизнь». Позже она привлекла внимание широкой публики благодаря роли в фильме «Человек из ниоткуда». Также она снялась в таких фильмах, как «Люк», «Девочка у моей двери», «Маншин», «Снежная дорога» и в сериалах «Услышь мое сердце», «Класс королевы», «Никто не знает», «Охотничьи псы», «Шаманка Гаду Шим» и других. Покойся с миром, актриса, сейчас пойдет очень много спекуляций, наверняка уже не есть к моменту, когда вы этот ролик увидите. Я лишь расскажу вам основную официальную информацию, и потом, когда суд что-то расскажет, более подробно, и полиция, соответственно, в общем, государственные службы скажут более подробно, тогда озвучу. А переживать все, что сейчас повыходило, ни одного выпуска новостей не хватит. Так что, очень печально, очень юная была девушка. Двигаемся дальше. Далее родители New Jeans опровергают слухи. Какие? Давайте подробнее. 14 февраля несколько источников в индустрии сообщили TenAsia, что группа New Jeans, объявившая о своей деятельности под именем NGZ, может перейти в компанию Beast and Natives Alike Bana. Продюсеры Бана ранее работали с бывшим главой Эйдор Мин Хи Джин и участвовали в создании множества песен New Jeans. Многочисленные инсайдеры отрасли сообщили TenAsia. New Jeans недавно доверили Бану управление своей развлекательной деятельностью. Музыкальный критик, хорошо осведомленный о ситуации в индустрии, сказал: Бана занимается организацией интервью New Jeans для зарубежных СМИ, что свидетельствует о том, что они выполняют функции агентства группы. Другой представитель индустрии также подтвердил: многие считают, что New Jeans и Бана сотрудничают в решении текущих вопросов. Представитель одной из крупных развлекательных компаний добавил: насколько мне известно, Бана оказывает поддержку New Jeans в их деятельности. Двое продюсеров Бана, 250 и Фрэнк, или ФРНК, думаю, как Фрэнк читается, принимали участие в создании множества хитов New Jeans. Эта компания занимается как продюсированием музыки, так и управлением артистами. В числе ее подопечных находятся такие знаменитости, как Crystal из FX и рэпер Бензина. Для подтверждения информации TenAsia несколько раз связывались с Бана, но ответа так и не получили. Однако родители участницы опровергли информацию в своем заявлении, опубликованном в социальных сетях. Они подчеркнули, что данные слухи являются ложными, а публикация подобных сведений без подтверждения наносит серьезный моральный ущерб артисткам и их окружению. Родители участниц также отметили, что СМИ неоднократно распространяли недостоверные сведения, выдавая их за проверенные факты. В связи с этим они объявили о намерении подать жалобу и предпринять жесткие юридические меры против изданий, которые публикуют неправомерную информацию. Полный текст заявления озвучивать не буду, основная суть была передана выше. Родители опровергли информацию, так что будем ждать, чем закончится ситуация, и двигаемся дальше.
Фанаты группы Stray Kids, печальная новость, Феликс попал в ДТП. Давайте подробней. Феликс и Stray Kids пропустят фан-митинг из-за травмы, полученной в результате автомобильной аварии. 16 февраля JYP Entertainment объявили, что Феликс получил перелом из-за аварии, произошедшей накануне ночью, и поэтому не сможет присутствовать на фан-митинге Stray Kids SKZ 5 O'Clock, который запланирован на этот день. Полное заявление. Здравствуйте, это JYP Entertainment. В субботу 15 февраля, возвращаясь домой после своего расписания, участник Stray Kids Феликс попал в небольшую автомобильную аварию. После фан-встречи Феликс находился в автомобиле, который медленно двигался от парковки Inspire Arena к главному вестибюлю, когда сзади, также медленно двигаясь в левую заднюю часть машины, врезался шаттл. Сама авария была незначительной, но внезапный сдвиг веса Феликса привел к тому, что он ударился рукой о подлокотник внутри автомобиля, что привело к перелому. Сразу после происшествия Феликса оперативно доставили в больницу для тщательного обследования, где медицинские специалисты порекомендовали ему в ближайшее время соблюдать покой и проходить необходимое лечение. В настоящее время Феликс отдыхает и сосредоточен на восстановлении. Ну и дальше... Понятно, он не сможет принимать участие в ближайших мероприятиях, потому что нужно лечиться. Компания просит поддерживать, любить и уважать артиста. Такое относительно обычное заявление, но в любом случае артисту, конечно, скорейшего выздоровления, и будем надеяться, что травма носит только временный характер, а не будет потом какого-то постоянного дефекта. И двигаемся дальше. И сразу дополнение по Феликсу и Stray Kids JYP Entertainment предоставили больше информации, давайте подробнее. 15 февраля Феликс из Stray Kids попал в автомобильную аварию по пути домой и не смог присутствовать на фан-митинге. В связи с этим агентство JYP Entertainment сделало официальное заявление, это прошлая новость. После детального обследования выяснилось, что у него защемление нерва. Недопонимание возникло из-за трудностей в организации экстренной медицинской помощи. После инцидента Феликс был доставлен в ближайшую больницу, где рентгеновское обследование выявило признаки перелома. Позднее время, выходные дни, усложнили доступ к профильным специалистам, из-за чего диагностика затянулась. Впоследствии Феликс прошел более длительное обследование в специализированной клинике. МРТ, сканирование и консультацию врачей показали, что ранее обнаружена линия перелома след давней детской травмы. Диагностика заняла больше времени, чем ожидалось, из-за чего компания не смогла своевременно предоставить фанатам точную информацию, что привело к недопониманию. Агентство также заверило, что здоровье и восстановление артиста остаются в приоритете. Феликс пройдет курс лечения в соответствии с рекомендациями врачей, а его состояние будет находиться под постоянным наблюдением специалистов. Полный текст заявления, в принципе, пересказывать тоже особого смысла нет, они дополнили, что с артистом все в порядке, будем лечить. Сам артист ничего не комментирует, но, видимо, некоторые мероприятия придется пропустить, все-таки здоровье оно важней. Плюс, как бы это жестоко не звучало по отношению к артистам, ну, они же все-таки зарабатывают деньги для компании, а когда твоя дойная корова ломается, ну, это не очень хорошо для тебя, кто зарабатывает на ней деньги. Это, конечно, очень прозвучало печально и реалистично, но так оно и есть. Но, конечно, будем надеяться, что это не из-за денег все, а потому что к артисту просто относятся с уважением. Как, впрочем, я вам всегда и говорю, уважайте своих артистов, и будет вам всем счастье. Феликсу скорейшего выздоровления, и двигаемся дальше. Кай из Экса покоряет сердца фанатов, каким же образом, давайте подробней. Даже после демобилизации Кай из Экса не перестает удивлять поклонников. В рубрике Kai's Ordinary Day на Weverse он продолжает делиться моментами своей жизни, сохраняя связь с фанатами. 14 февраля Idol публиковал новое фото, передающее праздничную атмосферу, чем сразу же вызвал волну обсуждений. Однако на этом сюрпризы не закончились. Кай объявил о специальном мероприятии для поклонников. Им предстоит пройти телепатические опросы и попытаться угадать, какой сюрприз он подготовил. Кай также поделился особенным снимком, фотографией рукописного письма, которое посвятил фанатам. Вот его текст. Для XL. Здравствуйте, это Кай из Экса. Наконец-то настал день, когда я смогу снова поприветствовать XL. Спасибо вам большое за то, что долгое время терпеливо ждали и поддерживали меня. Благодаря XL я смог успешно завершить службу и вернуться. Честно говоря, я очень переживал, что вы почувствуете, будто время, проведенное в разлуке, было длиннее, чем время, проведенное вместе. Однако теплые сообщения от XL, воспоминания, которые мы разделили, и неизменная любовь придавали мне силы каждый день и сделали меня счастливым. Думаю, мы с нетерпением ждали дня нашей встречи. После долгого ожидания мы снова сможем быть вместе. Спасибо вам за неизменную поддержку, несмотря на мое отсутствие. Именно благодаря вам я становлюсь лучше. Теперь давайте больше не оставаться и всегда будем вместе. Ребята, теперь все действительно начинается, верно? Важнее того, что мы прошли вместе до сих пор, то время, которое мы проведем вместе впереди, будет еще более ценным, поэтому давайте и дальше держаться за руки и создавать еще более замечательные моменты. Новые воспоминания, новые сцены и те бесчисленные моменты, которые мы создадим вместе в будущем. Просто от мысли об этом у меня замирает сердце. Спасибо, что ждали меня, и я благодарен за вашу неизменную любовь. Теперь я постараюсь ответить еще больше любовью и счастьем. До сих пор мы были вместе, и впредь давайте будем вместе всегда. Люблю вас, XL. И Кай официально подтвердил начало работы над своим долгожданным камбэком. Цитата: «Я изменил прическу в ночь, когда вышел в эфир. Сразу после этого у меня была фотосессия для обложки альбома». Так что от Кая скоро поступит новый материал, а там еще Лэй пару месяцев назад намекал на то, что группа Экса как бы планирует вернуться в полном составе. Очень планирует. Будем надеяться на лучшее, всем всего хорошего, двигаемся дальше.
Шухуа из G-Idol продемонстрировала свою изысканную красоту на обложке журнала. Давайте подробнее. Шухуа из G-Idol снялась для обложки журнала Allure Career. В выпуске за март 2025 года представлена стильная весенняя фотосессия, которая подчеркивает великолепную внешность Шухуа. На новых фотографиях Idol демонстрирует множество эффектных нарядов в различных стилях, излучая изысканность и элегантность. Снимки еще больше подчеркивают ее естественную красоту благодаря минималистичному макияжу и украшениям. Мартовский выпуск Allure Career с Шухуа уже доступен для предварительного заказа, и в нем также будет представлено специальное интервью. Фотографии были представлены вам на экране, по-прежнему хороша, по-прежнему фотографа, ровные руки и хорошее чувство стиля. Как все это оформить, чтобы выглядело на 200%? Как вам фотографии, пишите в комментариях. Шухуа, всего хорошего. Двигаемся дальше. Пройдемся по концертам, у нас тут одну премию переносят, почему, куда и зачем, давайте подробней. Sport Seoul объявили, что 34-я церемония Seoul Music Awards пройдет летом, чтобы отметить 40-ю годовщину издания. Традиционно проводимая в январе или феврале в качестве грандиозного финала предыдущего года, премия Seoul Music Awards в этот раз состоится 21 июня на Inspire Arena. Интересно, почему? Там же вроде в июне совершенно никто точно не возвращается из армии. Интересно. Впервые запущенная в 1990 году для продвижения популярной музыки, Seoul Music Awards превратилась в определяющую сцену для ежегодного подведения итогов корейской музыкальной индустрии. За последние 30 лет она стала краеугольным камнем мирового феномена кей-поп, объединяя самых выдающихся кей-поп звезд года для грандиозного празднования. В январе оргкомитет Seoul Music Awards через официальный тендер выбрал продюсерскую компанию, которая будет заниматься режиссурой, прямой трансляцией и управлением на месте. Благодаря партнерству с опытной производственной командой, церемония награждения станет еще более динамичным и захватывающим событием для фанатов. В этом году церемония Seoul Music Awards пройдет на Inspire Arena, одной из самых современных площадок для выступлений в Южной Корее, расположенной на острове Йонджон, Инчхон. Ожидается, что на шоу будет обновлен дизайн сцены с потрясающими визуальными эффектами и передовым продакшеном. На сцене выступит более 20 топовых кей-поп-артистов, которые покажут разнообразные выступления. Оргкомитет уверенно заявил, цитата: «В этом году на церемонии награждения будут представлены самые динамичные визуально яркие выступления, что сделает ее обязательным для просмотра событием для поклонников». Премия считается одним из ключевых индикаторов кей-поп-тенденций года. На прошлогодней церемонии вручения наград, которая прошла 2 января на национальном стадионе Раджамангала в Таиланде, NCT Dream выиграли главный приз The Sun, New Jeans получили награду за лучшую цифровую песню, а Seventeen награду за лучший альбом. Оргкомитет Seoul Music Awards заявил: перенос церемонии вручения наград на июнь в честь 40-летия Sport Seoul — это символическое решение, которое отражает как нашу историю, так и будущее. В этом году мероприятие снова подчеркивает мировое влияние кей-поп и предоставит поклонникам и артистам возможность для значимой встречи. И 21 июня 2025 года это мероприятие состоится, как я уже говорил вам выше. Ну я там просто говорю, что возможно совпало, а может быть не совпало, что кто-то из армии вернется, какая-то одна очень известная группа. А может быть нет, кто знает. Может такое просто совпадение, может действительно без иронии вот так совпало. В любом случае, всем хорошего концерта и двигаемся дальше. У нас тут некоторые артисты отправятся в Тайвань. Зачем? Давайте подробнее. 15 февраля был объявлен звездный состав артистов и ведущих предстоящего концерта K-Flow Free, который пройдет в Тайване. Такие женские кей-поп-группы, как ITZY, SPA и Triple S, выйдут на сцену, чтобы порадовать зрителей своими потрясающими выступлениями. Кроме того, и Тык из Super Junior выступит в качестве специального ведущего мероприятия. K-Flow Free продолжает свою традицию объединения популярных имен в индустрии кей-поп, и в этом году состав обещает незабываемые впечатления для поклонников. ITZY, известный своими мощными выступлениями и запоминающимися хитами, разделит сцену с SPA, мировой сенсацией, получившей признание за свою инновационную концепцию и захватывающую музыку. Восходящие звезды Triple S, известные своей динамичной и постоянно развивающейся системой участниц, также продемонстрируют свои таланты на мероприятии. И Тык, участник легендарной группы Super Junior, принесет свое обаяние и опыт в качестве специального ведущего, сделав вечер еще более незабываемым. Концерт состоится на NTCU Arena 26 апреля 2025 года в 17:00 по местному времени. Шоу должно состояться всего через 2 месяца, и местные фанаты с нетерпением ждут возможности увидеть это невероятное выступление вживую. Ну что ж, будем надеяться, что все получат то, что ожидают, и даже больше. Чтобы не было ситуации, что ваши ожидания — ваши проблемы. Всем артистам удачи и двигаемся дальше. А у нас тут Чаньоли Зекса, который любит гитару, а также у него тур закончился. Давайте подробнее. Чаньоли Зекса завершил свое первое сольное лайв-турне энкор-концертом. После успешного завершения тура по 11 регионам Азии в прошлом году, Чаньоли 15-16 февраля провел энкор-концерт 2025 Чаньоли Live Tour Cityscape. Эпилог KBS Arena в районе Кансо, Сеул, вновь покорив зрителей. Примечательно, что этот концерт стал финальным аккордом тура Cityscape городские пейзажи. Поэтому для создания панорамного эффекта использовали широкоформатные экраны и окружающее освещение. Чаньоль не только исполнил песни с полной самоотдачей, но и привлек внимание зрителей живой игрой на гитаре, а также спонтанными джем-сессиями с группой. Надо глянуть. Чаньоль вместо традиционного разговорного блока в сет-листе представил новые выступления, включая неизданную японскую песню Канагаэте Митара, или знатоки японского в комментарии, в создании текста которой он лично участвовал, Fly Away, Just Us 2 и Rodeo Stadium, юнит дуэта EXA SC, а также песни из репертуара EXA, Walk of Memories, Touch It и Gravity. Концерт был полностью сосредоточен на музыке, создавая незабываемую атмосферу.
Среди гостей концерта были Сихун и Лэй из EXO, которые пришли поддержать Чаньоля в качестве зрителей. Видео, опубликованное в социальных сетях, запечатлело их наслаждающимся выступлением из толпы, вызвав восторг фанатов. Когда ролик распространился в сети, многие порадовались их крепкой дружбе и неизменной поддержке сольных карьер друг друга. Сихун и Лэй на протяжении всего концерта наслаждались выступлением, полностью погружаясь в атмосферу шоу. Поклонники не могли не заметить их искренние эмоции, они подпевали знакомым песням, снимали яркие моменты на телефоны и обменивались впечатлениями. Их присутствие в зале стало приятным сюрпризом для фанатов, хотя увидеть артистов в роли зрителей не редкость, но их неподдельный восторг лишь подчеркнул, насколько особенным был этот вечер. Одним из самых теплых моментов шоу стало появление Чаньоля в зрительном зале. Во время одного из сегментов концерта он пошел по рядам, приветствуя поклонников. Но наиболее трогательной оказалась его встреча с мамой. Она давно зарекомендовала себя как преданная поклонница и часто посещает его концерты, всегда тепло обнимая сына при встрече. Этот жест растрогал не только зрителей вокруг, но и тех, кто позже увидел кадры в социальных сетях. Поклонники не скупились на теплые слова, восхищаясь искренностью и заботой артиста. Кроме того, на концерте были замечены Дон Хэй Супер Джуниор и Минхо и Шайни, что сделало вечер еще более особенным для поклонников. Минхо не упустил возможности поделиться яркими моментами, он опубликовал в социальной сети несколько кадров с выступления. Чаньоль репостнул его и прокомментировал: «Хён, ты правда много всего наснимал». В завершении концерта Чаньоль обратился к поклонникам, цитата: «Благодаря поддержке EXO-L я счастливо завершил этот энкор-концерт, я всегда на вашей стороне. В этом году я предстану перед вами и как участник EXO, и как сольный исполнитель, поэтому прошу вас уходить не с чувством грусти, а с ожиданием. Я продолжу расти и радовать вас еще более прекрасной музыкой». После концерта Чаньоль устроил приватную автопати для близких друзей. Внимание фанатов привлек Кай, который появился с новой прической. Осветленные волосы стали неожиданным, но стильным обновлением его образа. Гости наслаждались дружеской атмосферой, а теплая встреча еще раз подтвердила крепкую связь между айдолами, поддерживающими друг друга на всех этапах карьеры. Ну что за прекрасная дружба и прекрасный концерт наверняка был. Всем артистам успеха, ну и конечно Чаньоля поздравляем. Первый сольный тур, это уважительно. Двигаемся дальше. Seventeen завершили мировой тур, и давайте подробнее. Seventeen успешно завершили свой мировой тур, собрав в общей сложности более 1 миллиона и 30 тысяч поклонников как онлайн, так и офлайн по всему миру. 15 и 16 февраля группа провела последние концерты в рамках тура Seventeen Right Here World Tour in Asia на национальном стадионе Раджа Мангала в Бангкоке. Это был грандиозный финал их 4-месячного тура, и волнение было ощутимым. Билеты были быстро распроданы, и площадка была заполнена поклонниками. Известные своими первоклассными выступлениями, Seventeen устроили динамичное 3-часовое шоу. Они исполнили такие хиты, как Love Money Fame Feat DJ Khaled, God of Music и Super, а также представили специальные юнитные номера, которые продемонстрировали сильные стороны участников. Концерт завершился электризующим энкор с Very Nice, который привел публику в восторг. В конце шоу участники выразили свою благодарность, сказав: «Мы искренне благодарим наших участников, персонал и каратов, которые присоединились к нам в этом мировом туре. Он останется дорогим воспоминанием в наших сердцах». Отмечая в этом году свою 10-ю годовщину, они добавили: «Мы глубоко признательны всем, кто поддерживал Seventeen в течение последнего десятилетия. Мы продолжим расти ради каратов». Их искренние слова вызвали бурные аплодисменты из толпы. Мировой тур, который начался с выступления 12-13 октября прошлого года на Гуянг Стадиум, продолжался концертами в Северной Америке, Японии и крупных городах Азии. В общей сложности они дали 30 концертов в 14 городах, собрав около 1 миллиона 37 тысяч поклонников как онлайн, так и офлайн. Во время своего японского дом-тура в декабре Seventeen были удостоены награды «Лучший гастролирующий хип-хоп-артист» на премии Billboard Music Awards 2024, что закрепило их глобальный успех. Между тем, Seventeen выиграли награды «Лучший альбом» и «Артист года» на 32-й премии Hanteo Music Awards 2024. Они также станут первыми кей-поп-исполнителями, которые выступят на Tecate Pal Norte 2025, крупнейшем музыкальном фестивале Латинской Америки. 4 апреля пройдет он в Мексике. В общем, Seventeen, всего хорошего, успехов, молодцы, отличные концерты, и двигаемся дальше. Рубрику с рекордами, победами и достижениями открывает Чимин из BTS, который получил золото, за что давайте подробнее. Чимин из BTS впервые получил золото в Великобритании как солист. На этой неделе Британская ассоциация производителей фонограмм объявила, что хит-сингл Чимина «Who» получил официальный золотой сертификат Brit, став его первой сольной песней с таким достижением. Кроме того, «Who» — первая песня корейского сольного исполнителя мужчины после культового хита «Psy» 2012 года Gangnam Style, которая получила золотой статус в Великобритании. Согласно правилам сертификации BPI, синглы получают золотой сертификат при достижении отметки в 400 тысяч проданных копий, а альбомы 100 тысяч проданных копий. Поздравляем Чимин с этим достижением, счастья, здоровья, успехов, хорошей службы и прочих благ. И внимание, мне, наверное, в микрофон нужно орать, вот так вот говорить. Громко или томно, как-то вот так. Это не конец ролика, на потолке написано, на лице написано. Я вам говорю ротом, в начале ролика даже сказал, что не конец, это в середине будет спонсорский блок. Вот они, бустеры. Спасибо, дамы, господа, товарищи, друзья, друзья, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, пока живу я, светит солнце и луна. Далее, бусти. Ранний доступ, дополнительный контент и много другого ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте. Ранний доступ без ограничения тормозов, все доступно.
Это прекрасный способ поддержать жизнь каналов. Вот видите, вот в 3 ночи даже встал, записываю, чтобы не попасть в просак с тем, что электричества не будет. Так что на здоровье, благодаря бустерам все это возможно. Спасибо огромное. Далее другие каналы, это MP-Tube, реакции, марафоны и прочее. Проходите, смотрите, изучайте. MP Entertainment Музыка, самый свежий релиз здесь. Следующий в следующем месяце. Пытаюсь выйти на 1 релиз в месяц, потому что идей много, нужно их реализовать как можно быстрее. Telegram, чтобы не теряться, это не конец выпуска, двигаемся дальше. Jisoo из Blackpink возглавила чарты iTunes, давайте подробней. Jisoo из Blackpink добивается успеха в чартах iTunes со своим сольным камбэком. Вскоре после глобального релиза первый мини-альбом Jisoo Immortage вошел в чарты iTunes в разных странах мира. Во-первых, Immortage дебютировал сразу на первом месте в мировом чарте альбомов и на втором месте в европейском чарте альбомов iTunes. Кроме того, он занял первое место в альбомных чартах iTunes как минимум в 41 стране, включая Камбоджу, Чили, Гонконг, Индонезию, Малайзию, Мексику, Филиппины, Сингапур, Испанию, Тайвань, Таиланд и Вьетнам, а также другие. Заглавный трек альбома Earthquake, землетрясение, возглавил песенные чарты iTunes в 13 регионах. Между тем, Immortage завершил первый день продаж тиражом в 385 тысяч копий, заняв второе место по количеству продаж в первый день в истории Хантео среди альбомов корейских солистов. Поздравляем Jisoo, реакция на канале как только так сразу, но предупреждаю, она без звука, на бусте бесплатно, без регистрации смс, можно посмотреть перезалив со звуком. Ну, такие уж авторские права. В общем, Jisoo, всего хорошего, двигаемся дальше. Виртуальные айдолы наступают на пятки невиртуальным. Playv, у них победа, причем вторая, давайте подробней. Playv получили второй трофей на музыкальном шоу с песней Dash. В эпизоде шоу Music Code 15 февраля кандидатами на первое место были Rebel Heart Ive, Dash, Playv и I Love You Today Boy Next Door. В итоге победу держали Playv, набрав в сумме 9571 очко. С чем мы их и поздравляем. Опять же, будем надеяться, что у них будет больше видеокарт, чтобы рендерить себя. И двигаемся дальше. Jin, BTS, Stray Kids, ENHYPEN, ATEEZ и многие другие Billboard World Albums, давайте подробнее. Billboard опубликовали чарт World Albums за неделю, которая завершилась 15 февраля. Специальный альбом Stray Kids вернулся на первую строчку, отметив свою 6-ю непоследовательную неделю на вершине World Albums и 8-ю в чарте в общем. Альбом также провел 8-ю неделю подряд в Billboard 200, заняв 126 место. Сольный альбом Чимина из BTS Muse расположился на втором месте на 29-й неделе в чарте World Albums, а также стал первым сольным кей-поп альбомом, который провел 29 недель в Billboard 200, где он занял 131 место. Roman Untold группы ENHYPEN сохранил 5-е место на 30-й неделе в чарте, а Proof BTS остался на 6-м месте на 139-й неделе. Crazy группы Ле Серафим стабильно удерживает 7-ю строчку на 22-й неделе в чарте, в то время как 8 Stray Kids занял 9-е место на 29-й неделе. Альбом ATEEZ Golden Hour Part 2 снова поднялся на 10-е место на 12-й неделе в чарте, а Get Up New Jeans остался на 12-м месте на 74-й неделе. I Like You Alid занял 13-е место на 13-й неделе в чарте, совпадение, а сольный альбом Джина из BTS Happy 17-е место на 12-й неделе. Альбом TXT Versace Chapter Sanctuary занял 18 место на 14 неделе в чарте, за ним следует Made Big Bang на 21 месте на 17 неделе. И Seventeen is Right Here, Seventeen на 22 месте на 34 неделе. Наконец, два альбома SPA вернулись в World Albums на этой неделе. Whiplash вновь вошел в чарт на 23 месте, отметив свою 13-ю неделю, а Armageddon на 24 месте, 22 неделя. Поздравляем всех артистов, счастья, здоровья, успехов, прочих благ и двигаемся дальше. Hanteo Music Awards объявили победителей, пробежимся в двух частях, часть 1, погнали. Церемония прошла 15 февраля, в общем погнали. Лучший артист Desan SPA, лучшее выступление Desan TXT, артист года Bonsan Stray Kids SPA TWS TXT Day6 Ле Серафим ENHYPEN J-Idol, начинающий артист IRTMS, цветущая звезда мужчина Nova Days, цветущая звезда женщины Say My Name, глобально возрастающая звезда Triple S, следующее поколение Apex, глобальная икона поколения J-Idol, мировой артист в океане Yeonjun из TXT, мировой артист Северной Америки TXT, мировой артист в Азии Playv, мировой артист в Южной Америке Rosé из Blackpink, мировой артист в Европе Jimin из BTS, мировой артист в Африке ATEEZ. Главный музыкант волны Ким Джи Джун, самое превосходное соло мини из J-Idol, награда Who's Fandom объявлена предварительно Hero Generation, Lim Yeon Un, Miracle, Oh My Girl. Поздравляем всех, кто победил, и сразу ко второй части. Итак, Hanteo Music Awards, вторая часть победителей, давайте подробней. Лучший альбом Desan, Seventeen Spill the Feels, лучшая песня Desan J-Idol Fate, артист года Bonsan Rise, IU, Seventeen, Playv, Zero Base One, IVE, New Jeans, Yeontak, NCT Dream, новичок года iLit NCT Wish, великая артистка Чхве Йена, великолепная вокальная группа HYB или HUB, начинающий артист Ивне или Ивне, лучший лидер трендов Rise, бесконечно вдохновляющая икона Инсуни или Инсуни, специальная награда хип-хоп RM из BTS, специальная награда Band Lee Sin Yoon, специальная награда Trot Yeontak, следующее поколение Чхве Йена, следующий мировой артист NCT Wish, награда Hanteo Choice K-pop Artist, A-Turn Light Sun, расцветающая выступающая группа Young Posse и самая превосходная группа Rise. Всех поздравляем, всем счастья, здоровья, успехов, нашли любимых артистов, смело пишите в комментариях, помогите каналу активностью и двигаемся дальше.
Фанаты недовольны тем, что Big Hit Music делают с туром J-Hope. Давайте подробнее. Сейчас J-Hope и всемирно известная группа BTS готовятся к своему первому сольному мировому туру, и фанаты с нетерпением ждут возможности увидеть выступление любимого артиста в своей стране. Однако, по их мнению, компания Big Hit Music не в полной мере выполняет свои обязанности по продвижению его тура. В социальной сети она же X, она же Twitter, бывшие фанаты запустили кампанию с хэштегами «Хайп, делай свою работу» и «Поддерживайте своих артистов надлежаще». Тем самым обвиняя агентство в несвоевременном и неэффективном сольном продвижении J-Hope. Несмотря на то, что тур стартует 28 февраля, Big Hit Music начала продажу билетов только 10 января, не предоставив промо-контент и подробные анонсы. Фанаты требуют, чтобы компания уделила больше внимания маркетингу и освещению предстоящего события. Вот претензии по пунктам. Первое. Плохое информирование о продаже билетов. Фанаты утверждают, что ограничения по рассадке на концертах не обусловлены должным образом. Было объявлено о местах в Сеуле с плохим обзором, но о 5 североамериканских городах не было упомянуто вовсе. Информация о билетах распространялась непоследовательно, а некоторые обновления были опубликованы только на местных платформах продажи билетов, а не самой компании Big Hit Music. Второй пункт – ненадлежащие усилия в области цифрового маркетинга. Фанаты заметили, что J-Hope самостоятельно создал аккаунт в TikTok и начал публиковать контент для обратного счета, что вызвало у них вопросы по поводу того, почему агентство само не занимается активной рекламой его тура. В приложении Verse также не наблюдалось обновлений. Третий пункт – запутанная система участия в североамериканских концертах. Чтобы приобрести билеты в США, нужно было получить отдельное американское членство, что лишало существующих глобальных членов клуба возможности участвовать в предварительной покупке билетов. Хайп не смогли должным образом проинформировать фанатов, что привело к всеобщей путанице и разочаровало фанатов. Четвертый пункт. Проблемы с прямой трансляцией. Фанаты сравнили качество потоковой трансляции концерта J-Hope с предыдущими мероприятиями других участников BTS и пришли к выводу, что оно значительно ухудшилось. Они отметили, что разрешение 4К стало недоступно, а цена мероприятия осталась прежней. Трехдневный пропуск на потоковое вещание стоит примерно $125, что почти столько же, сколько билет на офлайн концерт. Однако фанаты считают, что в целом качество услуги снизилось. 5. Отсутствуют анонсы предстоящего сингла J-Hope. Недавно американский рэпер Дон Толивер подтвердил, что J-Hope, Спиди и Фаррелл Уильямс выпустят песню LV Back 21 февраля, но Big Hit Music до сих пор так и не подтвердили эту информацию. Кроме того, отчеты инвесторов Хайп намекнули на то, что J-Hope выпустит новый альбом в марте, но поклонники снова не были проинформированы об этом. Фанаты задаются вопросом, зачем выпускать новый альбом в середине мирового турне без какого-либо предрелизного маркетинга. Некоторые фанаты, разочарованные отсутствием соответствующей рекламной поддержки, призывают J-Hope не продлевать контракт с Big Hit Music. Вот что они пишут. J-Hope наконец-то возвращается к сольной карьере после службы в армии, и вот какой уровень поддержки он получает. Это просто неприемлемо. На данный момент мы просто надеемся, что J-Hope найдет компанию, которая будет действительно уважать и продвигать его. Хайп не только не продвигает J-Hope, но и не дает фанатам его поддерживать. И многие другие комментарии. В преддверии тура J-Hope, Hope on the Stage поклонники требуют от Big Hit Music прозрачности и надлежащего менеджмента, достойного их любимого исполнителя. Согласны вы с этими утверждениями или нет, пишите в комментариях. Я вам это записываю ночью 19-го, поэтому я пока проверить ничего не могу. Что есть, то и вот есть. Да, очень печально, что они занимаются продвижением, потому что в конце концов это же их деньги утекают сквозь пальцы, а так было бы больше рекламы и больше денег. Но кто знает, что там у менеджеров в голове. J-Hope всего хорошего и двигаемся дальше. И у нас тут хорошая новость про J-Hope, благотворительность, день рождения, давайте подробней. Участник группы BTS J-Hope пожертвовал 200 миллионов вон детской больнице при сеульской больнице Асан. Как сообщили представители больницы 18 февраля, артист сделал пожертвование в день своего дня рождения. С днем рождения, товарищ J-Hope. Крепкого здоровья и побольше концертов. И выразил желание продолжить оказывать поддержку медицинскому учреждению в будущем. Средства будут направлены на улучшение медицинской инфраструктуры для детей и подростков, а также на исследование тяжелых, редких и трудноизлечимых заболеваний. J-Hope прокомментировал свой поступок так, цитата. «Я искренне надеюсь, что дети смогут расти здоровыми и мечтать о светлом будущем. Считаю очень значимым, что, начиная с этого дня рождения, я смогу ежегодно совершать такие пожертвования». Конец цитаты. После демобилизации в октябре прошлого года J-Hope продолжает активную сольную деятельность и при этом регулярно занимается благотворительностью. Так, в декабре он пожертвовал 5 миллионов вон в свой родной город, район Пукгу в Кванджу, сделав это второй год подряд, так как установленный годовой лимит на пожертвования в рамках программы поддержки малой родины составляет 5 миллионов вон на человека. Кроме того, J-Hope пожертвовал 100 миллионов вон через организацию Hope Bridge для помощи семьям, пострадавшим в результате трагедии с самолетом авиакомпании Jeju Air в международном аэропорту Муан. Артист отметил: «Когда я услышал о случившемся, решил помочь семьям погибших, надеясь хоть немного облегчить их боль». По данным, общая сумма благотворительных пожертвований J-Hope, включая помощь через организации Green Umbrella Children's Foundation и UNICEF, уже превысила 1 миллиард вон. Прекрасный человек, широкой души, не жалеет то, что у него есть, но опять же, он может себе это позволить, почему бы не помочь. В конце концов, как бы это сейчас не прозвучало, с собой туда деньги все не унесешь, а так можно улучшить жизнь еще и людям, которые в этом действительно нуждаются. Так что, молодец, артист, с днем рождения и всего хорошего, чтобы улыбка была, как обычно, до ушей. И двигаемся дальше.
BTS потеряли часть прав на песню Butter или продали часть прав, тут уже зависит от того, как вам удобнее это слушать. Давайте подробнее. Инвестиционная управляющая компания в сфере музыкальной интеллектуальной собственности и данных Beyond Music объявила о приобретении части авторских прав на хит группы BTS Butter. Песня Butter, выпущенная в мае 2021 года, сразу после релиза установила рекорд Гиннесса за наибольшее количество глобальных стримов в сутки на Spotify. Также она вошла в престижный список Billions Club платформы. Кроме того, трек удерживал первую позицию в главном американском чарте Billboard Hot 100 на протяжении 10 недель. Авторство песни принадлежит 7 композиторам, включая Себастьяна Гарсия, могу неправильные имена, фамилии читать, уж извините, Джену Эндрюс, Роба Гримальди, Стивена Кёрка, Ролла Перри, Алекса Беловица или Беловица, а также участника BTS RM. Современные кей-поп и мировые поп-хиты зачастую создаются несколькими авторами, которые объединяют свои мелодии и музыкальные треки в единое произведение. Приобретение прав компании Beyond Music стало возможным благодаря сотрудничеству со Стивеном Кёрком, однако точная доля купленных авторских прав не разглашается. Компания Beyond Music была основана в 2021 году и в настоящее время владеет правами на более чем 35 тысяч музыкальных произведений, которые охватывают период с 1990-х годов до нашего дня. Не уточняется, зачем эти права нужны, но скорее всего просто чтобы потом можно было передавать эти песни для пользования в рекламные ролики или куда-либо еще. Возможно так, ну а зачем еще покупать права, кроме как чтобы зарабатывать деньги? Думаю, такая цель. Но в любом случае, раз уж они смогли их купить, значит компания согласилась и никаких проблем нет. Это не значит, что песня группе больше не принадлежит, скорее всего там куплено было право именно на распространение и повторное использование, например, в той же самой рекламе. Так что не надо беспокоиться, все прекрасно, двигаемся дальше. Чонгук из BTS написал трогательное письмо. Давайте подробней. 15 февраля Чонгук из BTS, который в настоящее время проходит службу в армии, поделился с фанатами душевным посланием. Чонгук опубликовал длинное сообщение на платформе Weverse, и вот оно целиком. Армия, вы здоровы? В последнее время погода то становится теплее, то становится холоднее, словно отражает мое состояние. Сегодняшний день особенно мрачный и унылый. До встречи еще далеко, но кажется, с каждым днем я все чаще ругаю себя. Сегодня ночью много разных мыслей в голове. Иногда представляю, как мы с армией вместе фотографируемся. В такие моменты на лице появляется улыбка и настроение сразу улучшается. Но иногда меня одолевают сомнения. Останется ли это только в моих фантазиях? Конечно, я даже сомнения ставлю под сомнение и уверен, что мы создадим воспоминания еще прекраснее, чем мои мечты. Но для этого мне нужно постараться. Я никогда не забываю, что мои мысли об армии и карандаш, которым я пишу эти строки, принадлежат вам. Поэтому я точно знаю, что мне нужно делать. Но даже зная это, я чувствую нетерпение, ожидание и немного тревоги. Впрочем, после того, как я написал эти строки, кажется, мне уже не нужно погружаться в размышления. Просто я хочу, чтобы вы знали, что я часто думаю о вас. Больше мне ничего не нужно. Хе-хе-хе. Спасибо, что прочитали. Сегодня я тоже скучаю по вам. Все еще жду. Пожалуйста, берегите себя. Люблю вас. Чонгук. Напомню, что Чонгук, который поступил на службу вместе с Чимином 12 декабря 2023 года, в настоящее время служит в 5-й пехотной дивизии армии Южной Кореи. Ожидается, что он будет демобилизован 11 июня 2025 года. Ждать осталось совсем недолго, так что артисту, конечно, хорошей службы, крепких нервов и скорейшего возвращения домой к любимому делу и фанатам. Такой у нас сегодня был выпуск. Предупреждаю, может быть сцена после титров, потому что когда у меня включат электричество, если его вообще выключат, я продолжу дописывать этот выпуск, в общем, монтировать, так что все у вас будет вовремя, просто основная часть была записана ночью. И спасибо всем, кто подписывается, ставит лайки, жмет колокольчики, приходит на прямые эфиры, смотрит от начала до конца, не убегает, как только видит список бустеров, он такой страшный, что ли, я не понимаю, в чем дело. В общем, надеюсь, вас станет больше, и люди, которые смотрят без подписки, наконец-то меня услышат. Подпишитесь, дорогие будущие товарищи. Вам это не трудно, нам это полезно. Что еще добавить? Следующий стрим у нас весной. Их даже два будет. Один 7 мая на мой день рождения, и точнее 8 уже будет скорее. 7 буду работать. В общем, 2 стрима весной будет, потом как только так сразу объявлю. Что еще? Как обычно, с вами был Максим, я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока. И да, немножко болтологии перед сценой после титров. Да, действительно ночь, да, действительно пообещали в домовом чате, что отключат электричество, но сказали с 9 до 16. А у меня запись новостей в этот момент, монтаж и так далее. Я выгружаю их обычно в 4 часа для спонсоров, поэтому да, интересная ситуация. Вот смешно, если не выключат, да. Зря только буду не спать. Но ничего, чего не сделаешь ради людей. Хотя, казалось бы, я ж тут, наверное, только ради чего, в чем меня там обвиняли, непонятно. Ладно. В любом случае, либо сцена после титров, либо большое спасибо лучшим людям, которые смотрят до конца, уважение вам, и бустерам, конечно, отдельно низкий поклон. Видите, порядок мысли даже перепутался, бустеры вроде должны были быть до прощания, вот и здесь они оказались. В общем,
Погнали. И хотела выключить камеру, но сцена после титров будет прямо вот с таким вот ракурсом. И давайте сразу к ней. Чонгук и Чимин посетили трансляцию J-Hope, давайте подробнее. Новость переводится на ходу. Чонгук и Чимин из BTS неожиданно появились в недавней прямой трансляции J-Hope. 18 февраля J-Hope дал прямую трансляцию в честь своего дня рождения. Когда зазвонил телефон J-Hope, пользователи сети были шокированы, когда он поднял трубку, и это оказался Чимин. Чимин выглядел застенчивым и нервным, общаясь с армией после столь долгого времени. Если Чимин был недостаточно захватывающим, то для армии это был двойной подарок, поскольку Чонгук также появился. Чонгук, казалось, меньше нервничал, что могло быть связано с тем, что он недавно говорил с армией во время своей неожиданной трансляции. Он шутил с J-Hope и спрашивал, все ли его слышат. Они даже начали шутить о своем возрасте. Поздравив J-Hope с днем рождения, они положили трубку. Вот такой вот маленький приятный момент для тех, кто любит эти маленькие приятные моменты. Еще раз артист с прошедшим днем рождения и парням хорошей службы. Двигаемся дальше. И еще одна новость прямиком с трансляции J-Hope. Чимин рассказал кое-что о своем весе, давайте подробней. Новость переводится на ходу. Недавнее заявление Чимина из BTS о его весе привлекло внимание. 18 февраля Чимин и Чонгук удивили всех, появившись в прямом эфире у J-Hope в честь дня его рождения трансляция была. Во время трансляции Чимин объяснил, что, по его мнению, ему нужно немного похудеть. Он сказал, что набрал примерно 8 или 9 килограммов за все время в армии. После того, как J-Hope указал на то, что дело в мышцах, Чимин признался, что его вес составляет около 68 килограммов. В то время как Чимин, возможно, хотел похудеть, J-Hope, похоже, был рад тому, насколько здоров его коллега по цеху. Прежде чем уйти, Чимин также отметил, что Чонгук теперь огромный, имея в виду огромную мышечную массу своего товарища. Когда клип был опубликован, пользователи были в восторге от нового предполагаемого телосложения Чимина. Другие сказали, что напуганы последствием набора мышечной массы как Чимином, так и Чонгуком. В общем, кто-то у нас за анорексичных эльфов, а кто-то за просто здоровую мышечную массу. Нормально. Мы не говорим тут опять же про шкафы, которые не помещаются в дверные проемы. Мы говорим просто о нормальном количестве мышц. Ну, тут есть даже одна цитата. «Чимин, мне показалось, что прошло так много времени с тех пор, как я в последний раз слышала твой голос. Не могу дождаться нашей скорой встречи». И тут еще опять противоречивое высказывание. Пользователи сети любят, когда айдолы набирают вес, потому что беспокоятся об их здоровье. А армии с нетерпением ждут, когда увидят телосложение участников BTS после демобилизации. Ну, сюрприз-сюрприз, почти все они наберут мышечную массу, или уже набрали. Ви точно набирает, Чонгук вроде качается, и остальные тоже, как видите, потому что, при таких нагрузках и усиленном питании ты, рано или поздно станешь здоровей. Это вполне очевидно. Но в очередной раз я на стороне тех, кто считает, что мышцы это неплохо. Именно вес, который набирается за счет мышц. По-моему, это же красиво. Помимо того, что это полезно для здоровья. Но если у вас есть другое мнение, и вы адепт, мне эта фраза понравилась про анорексичных эльфов, не смею вас осуждать, у каждого свои вкусы. А парням всем хорошей службы, J-Hope в то же время еще раз. Поздравления с днем рождения, счастья, здоровья. И это была сцена после титров, а может будет еще одна монтажная версия запишет, я не в курсе. Все, пойду спать и монтировать. Фанаты BTS проголосовали за то, кто лучше всего на сцене себя ведет, у кого самая уникальная манера поведения, топ-7, давайте подробней. Многогранно талантливые участники BTS могут петь, танцевать и читать рэп, но у них также есть невероятное сценическое присутствие, которое выводит их выступление на новый уровень. Новость переводится на ходу. Сценическое присутствие можно определить как харизму и обаяние, которыми обладает исполнитель, который восхищает его аудиторию. Это почти как произнесение заклинания. Поклонники проголосовали и погнали. 7 место РМ. Рэпер и лидер РМ получил менее 1% от общего числа голосов. 6 Джин, следующим идет всемирно известный красавчик Джин, который также набрал менее 1% голосов. 5 место Шуга. Рэпер Шуга, также известный под своим сольным сценическим псевдонимом August D, занял 5 место с 1% голосов. Там больше, чем у предыдущих, но 1,. J-Hope 4 место досталось королю танцев J-Hope, который также набрал 1% голосов. Кто же будет у нас в первой тройке? Попробуйте угадать. 3 место Чонгук, 9% голосов. 2 место Чимин, 40% голосов. И 1 место, по мнению тех, кто голосовал в данном опросе, это Ви. Он получил 49% голосов. Когда он выходит на сцену, это чистая магия. Как пишут опрашиваемые люди. Вот такой вот рейтинг. Не нужно относиться к нему крайне серьезно. Я знаю, что кто-то отнесет серьезно. Я знаю, что сейчас будут в комментариях сходить люди с ума. Это я остановить никак не могу. Но опять же, такая вот развлекательная новость, почему бы не рассказать. В любом случае, всем всего хорошего и двигаемся дальше.
Опубликованные, тайные, секретные или бонусные, как угодно называйте, фотографии Чонгука с одной фотосессии. Давайте подробнее. 18 февраля фотограф Джу Йон Гюн поделился в соцсети ранее не публиковавшимися фотографиями Чонгука из BTS. Всемирно известный айдол запечатлен в джинсовом наряде с мероприятия Calvin Klein 2023 года в Токио, а также в классической куртке тракер Calvin Klein из осенней коллекции 2023 года. Фото, пожалуйста, вот они. Между тем, Чонгук, который в настоящее время проходит обязательную военную службу, поделился душевным письмом, которое было ранее в выпуске. А если вы смотрите это в ТикТок, то переходите на YouTube, там полный выпуск. Признавшись, что скучает по поклонникам и часто думает о них, он был зачислен вместе с товарищем по группе Чимином 12 декабря 2023 года и служит в 5-й пехотной дивизии Южнокорейской армии. Они должны завершить службу в июне этого года. Ну что ж, вот такой вот бонусный контент от фотографа. Добавить особо нечего. Ну, фотограф, модель свою работу знают. Что еще? Хорошая служба артисту, и двигаемся дальше. На очереди у нас Чимин, который вошел в историю, обошел всех. Как, чего и где, давайте подробней. Спустя 7 месяцев после релиза сольный альбом Чимина из BTS продолжает творить историю в Billboard 200. 19 февраля по местному времени Billboard сообщили, что альбом Чимина Muse занял 132 место в Billboard 200, отметив свою 30-ю последовательную неделю в чарте. Muse стал первым альбомом корейского сольного исполнителя, продержавшимся 30 недель в Billboard 200. Единственным другим корейским артистом с таким достижением является группа BTS. Тем временем Чимин увеличил свой собственный рекорд как сольный кей-поп-исполнитель с самым долгим пребыванием в чарте Billboard Artist 100, где он занял 83 место на 37 неделе. Помимо этого, Muse обосновался на втором месте на своей 30-й неделе в чарте Billboard World Albums. Заглавный трек Who расположился на 40-м месте на 29-й неделе в чарте Billboard Hot 100, а также занял 26 место в Global 200 и Global за исключением США на 30-й неделе в обоих чартах. Наконец, Who занял 28 место на 30-й неделе в чарте Billboard Streaming Songs. Поздравляем Чимина с этими достижениями, счастья, здоровья, хорошей службы и прочих благ. И да, это конец, блогер тоже человек и желает отдохнуть.